Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о вязании крючком. Сегодня будем вязать самую простую модель шапки. Вяжется она очень просто, прямым полотном, поворотными рядами. Нам не нужно будет измерять окружность головы, необходимо будет только определиться с высотой, будет она с отворотом или без. Для вязания нам понадобится крючок номер 7. Пластиковая игла с большим ушком для сшивания. Шапочку я вязала из толстой пряжи. Вот такой вот Ализе Суперлана Макси. Если будете вязать без отворота, то хватит одного мотка. С отворотом понадобится 2 моточка. Цвет здесь под номером 599. 75% акрил, 25% шерсти. В 100 граммах 100 метров. Номер цвета данной пряжи 463. Из остатка пряжи можно будет связать вот такие вот митинги. Тоже таким же узором. Мы их тоже свяжем в следующем мастер-классе. Нам необходимо измерить высоту шапки. Берем свою любую другую шапочку и измеряем. Допустим, нам без отворота нужно 20 сантиметров. Если с отворотом, то еще плюс 7, 27 сантиметров. На эту длину, на 27 сантиметров, мы будем набирать воздушные петли. Берем нить. Делаем петлю. Заводим крючок и провязываем. Затягиваем петельку. На крючке у нас образовалась петля. Далее захватываем рабочую нить и провязываем. У нас получилась первая воздушная петля. Далее снова захватываем и провязываем воздушные петли. Вот у нас уже 1, 2, 3 воздушные петли. Нам надо набрать на длину 27 сантиметров. Вот я провязала воздушные петли. Далее прикладываем к линейке. Вот 27 сантиметров. Здесь у меня вышло 34 воздушные петли. Когда прикладываем, не растягиваем, свободно ложим и измеряем. Далее мы будем провязывать полустолбики с накидом. Делаем накидный крючок. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая петля, вот вторая. Вводим крючок. Захватили рабочую нить. У нас образовались 3 петельки на крючке, их все вместе провязываем. Далее снова накид, следующую петлю. И все 3 петельки провязываем вместе. И так провязываем весь первый ряд. Провязали первый ряд, в первом ряду должно получиться 33 столбика. Далее делаем петлю подъема, переворачиваем и провязываем во вторую петлю от крючка. Делаем накид, захватываем заднюю полупетлю и провязываем полустолбик с накидом. Снова накид, за заднюю полупетлю и провязываем. И таким образом провязываем до конца. Во втором ряду также должно получиться 33 столбика.
Осталось провязать 2 столбика во втором ряду. В конце не забываем провязывать последнюю петлю, вот эту. Она находится как бы с краю. Провязали второй ряд. Далее снова делаем петлю подъема, переворачиваем. Снова накид во вторую петлю от крючка и также за заднюю полупетлю. Я провязала третий ряд. Вот здесь уже виден узор. Далее ряды повторяются, поэтому вяжем самостоятельно необходимую длину. Провязала я 36 рядов. Вы провязываете столько, сколько вам необходимо для вашей окружности головы. Теперь мы будем соединять обе стороны. Соединять я буду также крючком, тогда шов здесь будет менее заметен. Будем соединять обе части. Вот место, где мы закончили вязать, оставляем петельку, ниточку ложим вовнутрь. Во второй половинке находим край, заводим крючок и данную петельку протягиваем. И подтягиваем рабочей нитью. Далее мы будем провязывать, захватывая крайние петли с этой стороны и с этой стороны. И провязывать соединительными петлями. Заводим крючок в крайнюю петлю с одной стороны и с другой стороны. Протягиваем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Далее в следующие крайние петли. Провязали. Сильно туго не вяжите, чтобы не стянуть шов. И так провязываем до конца. И у нас получается вот такое вот соединение. Сделали соединение, теперь будем соединять верх шапочки. Оставляем нить для сшивания, вытягиваем и продеваем ее в иглу. Мы иглой протянем нить по кругу и стянем верх шапочки. Вот таким образом, захватывая верхние петли с одной стороны и с другой стороны, протягиваем нить по кругу. Протянули нить. Теперь мы переворачиваем. Это у меня будет лицевая сторона, поэтому выворачиваю. И уже с этой стороны хорошо затягиваем. Тянем за нить
и верх у нас стянется. Очень хорошо стягиваем. И далее уже здесь прошиваем насквозь, чтобы у нас не распустилась макушка. В любых местах захватываем и прошиваем. Вот такая классная шапочка у нас получилась. При том, что она вяжется очень легко, справится даже новичок. Шов у нас сливается с основным рисунком, его практически незаметно, и даже при отвороте он не будет бросаться в глаза. Из остатка пряжи, как я и говорила, мы свяжем вот такие вот митинги. Смотрите другие мои мастер-классы и не забудьте подписаться на канал.